Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня я хочу поговорить о налогах для индивидуального предпринимателя в Израиле и о их оптимизации. Прежде всего, я хочу сказать, что очень важно понимать, что существует три организации, три налога, которые платятся в Израиле. И они имеют разные законы и естественно, разные правила, и все разное. То есть это НДС, подоходный налог и битуах леуми. С точки зрения НДС это осак патур и осак мурше. Это тот, что касается именно НДС. Что такое осак патур? Это бизнес, который не платит НДС и не может списывать НДС. Осак мурше – это который обязан платить НДС 17% и, соответственно, может списывать НДС. На самом деле, очень и очень многие бизнесы пытаются прежде всего зарегистрироваться как осак патур, и это не всегда правильно. То есть нужно посмотреть с точки зрения оптимизации. Например, если вы занимаетесь экспортом, то, соответственно, вы не платите НДС, но можете списать. То есть это может быть очень и очень большая прибыль. Например, если вы покупаете какой-то дорогостоящий товар и хотите списать 17%, то зарегистрироваться осак патур, то есть вы можете потерять очень и очень много денег. И, наконец, осак мурше, то есть более серьезная форма регистрации, и, соответственно, многие, например, государственные организации, они предпочитают работать с осак мурше. То, что касается подоходного налога, это отдельная епархия, то есть есть мадригот масс, ступени налогов, и есть много путей для оптимизации, то есть для оплаты меньше подоходного налога. Например, Керен Иштальмут леацмаим, очень и очень хорошая программа. Да, то есть освобождается, вы вкладываете до 18 тысяч в год. Помимо того, что это освобождается от налога на прибыль, на этот Керен Иштальмут леацмаим, также получаете скидку для подоходного налога. Да, то есть правильное списание затрат. Значит, керен пенсия, пенсионные программы – это то, что важно для подоходного налога. То есть это идет речь об оптимизации подоходного налога. То, что касается битуах леуми, то там есть очень и очень много важных моментов. То есть люди переплачивают неправильно зарегистрированные в битуах леуми. Нужно знать, что существуют случаи, когда индивидуальный предприниматель вообще может не платить битуах леуми, например, когда он работает как наемный работник и как индивидуальный предприниматель зарабатывает, например, меньше 3000 шекелей в месяц. То есть, что списание затрат, оно тоже очень важно для битуах леуми, что ты действительно правильно застрахован в битуах леуми. На самом деле, очень важно понять, что существуют вот эти три инстанции, НДС, подоходный налог, битуах леуми, которые имеют разные правила, которые имеют разные законы, и поэтому очень и очень важно проконсультироваться со специалистом и действительно сделать оптимизацию, платить налоги как можно меньше на законных основаниях и быть правильно зарегистрированным в этих организациях. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и шаббат шалом.